Дмитрий Жихарев действительно глава маленького африканского государства. Я король Северного Судана. От ближайшего города до границы с Бертавилем 400 километров по пустыне. Мы много раз садились в песках, застревали, выкапывались. Но в этот раз сели очень сильно. И нам повезло, что мимо проезжал грузовик с то ли контрабандистами, то ли с золотокопателями. Ну, в общем, они остановились и помогли нам. Бля, это просто жесть, ребят. Я не знаю даже, что сказать. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Че, бампер вернули на место. Все радуются, все делают селфи. Почему-то не с королем, а с водителем. Хотя это граждане твои, по идее. Мы прибыли в королевство Бертавиль. Здесь будет столица. Как у вас столица называется? Вы уже придумали? Бертавильнюс. С одноименным названием Бертавильнюс. Так, вы там ходите, снимайте, помогите палатку поставить. Король начинает нас запрягать сразу же. Я еще не твой подданный. Блять, ты на улице спать будешь, я ключи заберу от машины. Блин, ну ладно. Разбили лагерь, поставили большую палатку, завели дизель-генератор. Сейчас Дима ставит большую антенну, и наверху этой антенны флаг Бертавиля. Дима с помощью этой антенны будет вещать всему миру, что мы находимся здесь, и что это королевство Бертавиль. Что это, борзянка? Дмитрий Первый, расскажите, что это такое? Со Штатами. Со Штатами разговариваешь? Со Штатами? Ни хрена себе. Морзянкой, да? Теперь с русскими разговаривают. Зачем это все? Чтобы побольше людей узнало о том, что мы здесь. Костер большой и яркий, но зато костер хороший. Сади, лампочка сейчас загорится. Ребят, у нас на самом деле нет ни зажигалки, ни спичек. Короче, мы сейчас делаем факел. Вот видите, включаем прикуриватель. Там нету ни одной. Ни одного намека. Сейчас сделаем. Вот такие вот обычаи в Бертавиле. Добывать огонь, дуя на искры. Король делает огонь. Так же короткое замыкание будет. А что, по-твоему, будет делать огонь? Я думаю, между ними должна быть прокладка. Именно это и создает перегорание вот этой проволочки. Давай еще раз. Херово без спичек. Батарейка есть, фольга есть. Захана этой батарейки. Что ты суешь-то? Она должна сначала раскалиться до красна, а потом ее сувать надо. Она уже все пальцы, но ватка не загорелась.
Да. Слушай, Чё? зажигалка, давай зажигалку. Чего? Какая зажигалка? Крикет. Ты шутишь? А чего все это время, блин, Но не спортивная, я думал. зажигалка у тебя есть? Да твою... У нас сегодня будет костер. Я уж собирался спать ложиться. Ты рано сдался. Макарошки варятся, бобы, шпроты, лепешки местные, финики, вода, чай. Есть чайник даже у нас. И он все заряжается, потому что генератор стоит киловаттный. А Миша уже лег спать. Вот он. Представляю вам короля Бертавиля, Дмитрий I. Король Дмитрий I, Средиземья, также известный как Бертавиль. Это не мания величия, москвич Дмитрий Жихарев действительно глава маленького африканского государства. Я король Северного Судана. А этот Джеремай Хиттон, он тоже вполне вменяем и тоже называет себя правителем этой земли. Вот она, Бертавиль или Северный Судан, богом забытое место посреди каменистой пустыни, где не только люди, но даже звери почти не живут. Вот он, Бертавиль, вот здесь. Он размером примерно с Москву. О том, что эта африканская земля официально не принадлежит ни одной стране, Дмитрий вместе с другом-путешественником Михаилом узнал год назад. И Египет, и Судан, между которыми он зажат, претендуют на треугольник, который находится восточнее его. Они считают, что это их территория, и говорят, что Бертавиль не наш. Про ничейный кусок земли стало известно случайно. Американец Хиттон выложил в сеть рассказ о том, как ради мечты своей маленькой дочки ему пришлось найти страну, где он был бы королем, а она принцессой. Когда папа поехал туда, я спросила, неужели я действительно стану принцессой? И он сказал «да». Но внимательно изучив вопрос, Дмитрий и Михаил пришли к выводу, что красивая история Хиттона — обман, а фото с флагом сняты явно в другом месте. Физически Джеремай Хиттон просто не мог там быть. Та сторона пути от Халаибского треугольника до Бертавиля, она является горным массивом, и там пройти на верблюдах заняло бы у него около 2 месяцев. Чтобы окончательно разоблачить американца, россияне сами отправились на спорную территорию и, не найдя никаких следов присутствия Хиттона, водрузили флаг России и провозгласили себя правителями Бертавиля. Однако конкурент продолжает отстаивать свой суверенитет, и сегодня Хиттон по скайпу направил Дмитрию ноту протеста с доказательствами, что он действительно первым вступил на эту землю. Я проехал несколько тысяч километров с севера, но у меня не было GPS-навигатора, чтобы зафиксировать мое положение. Но Жихарев быстро ловит американца на лжи. Поехать в экспедицию за 300 километров куда-то, за несколько тысяч миль от дома, без единого формы ориентирования на местность, это нереально. Теперь оба собираются встретиться на нейтральной африканской территории, но Дмитрий надеется опередить Хиттона и на днях везет в Бертавиль стройматериалы, чтобы возвести первое в этой стране здание — общественный туалет. Александр Терехин, Иван Малышкин, Ратмир Абашев. Анатомия дня. Дим, Расскажи в 2 словах, что такое Бертавиль для тебя? это государство, которое мы создали на территории, которая не принадлежала никому, между Египтом и Суданом. 114 лет территория была ничьей. Мы ее в 2014 году завоевали. И сейчас успешно удерживаем. У вас же есть паспорта гражданства Бертавиля? У нас есть паспорта. Чтобы быть поданным, нужно служить. Что именно нужно сделать, чтобы Как заслужить? минимум попасть на эту территорию. Ну или иметь какие-то сверхспособности, которые нас заинтересуют как королевство. Понятно. То есть просто так гражданство простому смертному не получить? Невозможно. Все, я вас понял. Раннее утро в моей 70-й стране, королевство Бертавиль. Посреди Нубийской пустыни
на границе между Суданом и Египтом. Вот вокруг нас нет никого. Как оказалось вчера вечером, здесь огромное количество контрабандистов и нелегальных золотоискателей, которые ездят по пустыне, как по хайвеям. Большой трафик, много людей, но непосредственно в королевстве никого нету. Контрабандисты едут на север в Египет, либо копают золото где-то в Нубийской пустыне. Собираемся выезжать из столицы Бертавиля. Вот оставляем здесь палатку. В палатке есть матрас, подушки, немножко еды, воды, чтобы путники могли переночевать. Координаты этого места я оставлю в описании под роликом. Если у кого-то будет желание, вас здесь ждут. Не забывай подписаться на канал, поделиться этим видео с друзьями и напиши в комментариях, хотел бы ты гражданство Бертавиля или нет. Сейчас мы поднимаемся на гору Бартазуга, чтобы поставить туда маяк, который будет вещать информацию о королевстве на весь мир. Для этого тащим туда аккумуляторы, солнечные батареи и сам маяк, собственно. Подниматься нормально. Гора достаточно крутая, никаких треков нету. Все первопроходы у нас. Очень жарко. Ага. Вот, видишь, Неважно, плюс-минус, да? Никак-то не важно. Плюс какой? Вот видишь, здесь нарисован плюс, Вижу. минус, плюс, минус. Здесь уже закручено, это я ножом закручиваю. Ага. Сначала подключаешь батарею, Сначала подключаю батарею. потом солнечную панель. Так. Батарею включаешь, панель включаешь, один раз нажимаешь эту пик, все, Все заработало? должно все заработать. А антенну подключать к чему? Антенна все просто. Вот этими проводами соединишь батарею, как вчера вы, блядь, пытались прикурить ее, вот этими проводами, только не перепутай плюс с минусом. Батарея надо. Что из этого плюс? Да, блядь, любой провод, который ты увидишь, Все, плюс. понял. Хорошо. Видишь, вот помеченный плюс. Понял. Возьми просто, Окей. вот столько сделай, блядь, отъеб, и все. Там зачищаешь просто. Вот это вот я уже сделал под хуй. Окей. То есть ее можно уже закрутить, а вот это отследить и подсоединить. Вот и батарея. Да. Плюс плюсу, минус минусу. Не Окей. перепутайте. Договорились. Вот. Можно плюс к минусу? Нельзя. Ну, короче, на батарею, когда намотаешь, берешь клеммы, чтобы провод не болтался, притягиваешь изолентой нахуй. Тук-тук-тук, всё. Батарею можно нагрузить камнями, то есть засыпать, чтобы она сама не грелась. Все вроде. Антенна, батарея. Какая антенна? Не антенна, а эти, я имею в виду, панели, извини. Панели. Панели. Значит, минус к плюсу, к плюс-минусу. Да. 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 Дим, ты дальше спустишься? Дим. Батарея. Извини. Там нарисовано. Да, я все понял, да. Панели, батарея. Вот сюда вот берем антенну. Там есть выход. Антенну берешь, желтый провод, он идет на палку вверх. Палки раздвигаешь со всей силы, они вытаскиваются. Потом на стыках скручиваешь, все. И обматываю. Или не нужно обматывать просто вертикально? Вообще ее надо вертикально поставить. Провод, он спустится. 3 провода, блядь, под 90 градусов каждый, ну, 120 градусов. Ну, то есть вот на 3 стороны. Еще на 3 стороны нужно растянуть. Ну, вот эти вот, ну, саму палку надо растянуть, как я Саму делал. палку, да. И сами радиалы. И радиалы. Только не сильно тяни, можешь разорвать ее. Так, Просто еще раз, погоди. Антенна вертикально, по палке. Вертикально желтая часть. Желтая. Вон она. Вижу. 3 стороны оранжевая часть. От нее потом пойдет сама она, да? Кабель от центра пойдет. Как Вот вот у он. нас было. Я понял. Ну что, мы остались с тобой. Надеюсь, король дойдет, все будет хорошо. В следующий раз он обязательно поднимется на гору. Ну а пока, Ром, нам с тобой нужно нести солнечные панели. Вот здесь вот автомобильный аккумулятор находится. И здесь еще целый пакет проводков. И даже арматурины есть. Вот. Знаешь что, я тоже не хочу идти наверх. Да? Ну давай. Катись тогда вниз. Колбасы. Отпустили Диму, не стали его мучить. Сейчас с Мишей вдвоем продолжаем подниматься. Миш, сколько осталось? Метров 200, я думаю. Как думаешь, сегодня дойдем? Я думаю, если что, можно переночевать здесь. Миш, я разочарован. Я думал, мы будем первые, кто зайдет на Бартазугу. Не, это... Здесь до нас кто-то уже... Этот столб ставили английские колонизаторы, когда территории свои размечивали.
И что здесь намечено? Граница? Чьи? Граница Судана и Египта бывшая. Уже не действительная. Вот. Вот это вот. Но все равно мы не первые, но молодцы. Я здесь был до этого, так что в любом случае не первый. Тот маршрут, по которому шел я, это был первый проход. Точно, так и есть. Ну что, ставим антенну? Начинаем работать. Вспоминай все, чему тебя учил Дима. Плюс к плюсу, минус к минусу. Значит, плюс к минусу не положить антенну на бок. FM каждый день, каждую минуту 3 сигнала звучит на азбуке Морзе.